Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, мы продолжаем с вами заниматься по плейлисту Стивена Прата, изучаем язык программирования C++. Если не смотрели плейлист сначала или предыдущий ролик какие-то пропустили, то по ссылочке в описании обязательно переходите и начинайте изучение этого замечательного языка вместе с нами здесь и сейчас. Ну а если все проходили, все смотрели и готовы сегодня разобраться с символом новой строки и чего там нас сегодня еще ждет, что мы сегодня с вами успеем за наши 20-25 минут, то, как говорится, устраиваемся поудобнее, прожимаем лайк и подписываемся на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней время просмотра подписчиками на канале 60, почти 6%, замечательнейший результат, но наш с вами челлендж 70%, поэтому нажимаем на колокольчик, смотрим новые ролики и получаем удовольствие. Окей, поехали. Символ новой строки. Обозначить новую строку в выводе в C++ можно и старым добрым средством, посредством обозначения косая черта n, принятого в языке C. Cout what's next, и, соответственно, наш символ n обозначает начало новой строки. Давайте это дело просто так напишем, чтобы оно было. Cout, здесь какой-то message, не знаю, правильно я написал. И вот такой вот символ нашей переноса строки. Да? Комбинация n рассматривается как один символ, называется символом новой строки. Символ новой строки. Символом новой строки. Давайте занесем это в наш словарь. Почему нет? Итак, символ новой строки – это специальный символ, который обозначает конец текущей строки и переход на следующую. Символ новой строки имеет код 10 в десятичной системе. Ого, чего? Или черточка n в экранированном виде. Символ новой строки используется для разделения строк в текстовых файлах, для вывода текста на экран с помощью потоков ввода-вывода или для форматирования текста с помощью функции из библиотеки CSTIO. Символ новой строки не является частью содержимого строки, а служит только для указания ее границ. Напоминаю, что понятия из книги, все вот эти вот, которые подчеркнуты у нас шрифтом нужным, мы при помощи нейросети записываем в наш словарь, ссылочку на наш словарь найдете в описании. Вот, окей, значит, называется символом новой строки. При отображении строки использование n сокращает количество печатных символов, чем манипулятор inline. При отображении строки использование n сокращает количество печатаемых символов, чем манипулятор inline. Не понял, еще раз. При отображении строки использование n сокращает количество печатных символов. Сокращает количество печатных символов. Не очень понимаю. Отображение текста переходит на следующую строку, отображает текст переходит на следующую строку, отображает текст переходит на следующую строку. Но здесь как бы разницы нет, да? При отображении строки использование сокращает количество печатных символов, чем манипулятор inline. Не понимаю смысла предложения. С другой стороны, если вы хотите сгенерировать отдельную строку, то в каждом из случаев придется набирать одинаковое количество знаков. Большинство программистов считает, что набор inline гораздо удобнее. Начинает новую строку. Но я надеюсь, он сейчас нам расскажет, что лучше использовать вот это, потому что если там что-то про буферы еще есть, вот это вот все, и лучше использовать вот это дело, чем inline. Сейчас посмотрим, что нам Стивен Прата по этому поводу расскажет. В этой книге используется встроенный символ новой строки при отображении строк в кавычках. И во всех других случаях манипулятор inline. В этой книге используется встроенный символ новой строки при отображении строк в кавычках. Во всех других случаях манипулятор inline. Одно из отличий состоит в том, что inline гарантирует сброс вывода, в данном случае немедленное отображение на экране, перед продолжением выполнения программы. Одно из отличий состоит в том, что inline гарантирует сброс вывода. Ну вот это вот и есть, наверное, про буфер, что он очищает. Inline очищает буфер, да, сброс строки. Гарантирует сброс вывода перед продолжением выполнения программы. В случае использования n такой гарантии не будет, а это означает, что в некоторых системах при определенных условиях возможно отсутствие отображения приглашения до тех пор, пока не будет выведена запрашиваемая информация. Что в некоторых системах при определенных условиях возможно отсутствие отображения приглашения. Какого приглашения? Куда меня приглашают? До тех пор, пока не будет выведена запрашиваемая информация. Символ новой строки является примером специальной комбинации клавиш, называемых управляющими последовательностями. Речь о них пойдет в главе 3. Но насколько я слышал,
что предпочтительнее использовать вот эту штуку, чем endline. Поэтому где вот эти вот некоторые системы и определенные условия достаточно сложно определить, поэтому... Но в любом случае будем заниматься по книге, он говорит, раз он пишет здесь inline, а там пишет n, то как будет, так будет. Нам что? Нам что? Мы что? Ну, просто, чтобы знали, да? Форматирование исходного кода C++. Код в некоторых языках программирования, таких как Fortran, является построчным, то есть в одной строке находится один оператор. В этих языках для разделения операторов служит возврат каретки, генерируемый нажатием клавиши Enter или Return. В языке C++ для обозначения завершения каждого оператора служит точка запятой. Поэтому, кстати, не оператора, а как там было? Стейтмента, да? То есть вот это как бы в книге оператор, но чаще говорят statement, что строка это statement, до точки запятой это statement, да? Окей. Соответственно, поэтому в C++ возврат каретки можно трактовать точно так же, как пробел или табуляцию. Это означает, что в C++ можно использовать пробел там, где можно было бы использовать возврат каретки, и наоборот. Поэтому вы могли бы записывать один оператор в нескольких строках или оставить несколько операторов в одной строке. Например, код myFirstCpp можно было бы переформатировать следующим образом. Ну, вот это вот чудовище здесь написано, и глаза хотят вытечь, но вы просто посмотрите и получите от этого ужас. Этот код выглядит неуклюже, но является допустимым. При вводе кода необходимо соблюдать некоторые правила. В частности, в C и C++ нельзя размещать пробел, табуляцию или возврат каретки в середине элемента. Например, в имени и... не допускается помещать возврат каретки в середину строки. Далее показаны примеры неправильного кода. То есть int main пробел ставить нельзя, return писать нельзя, то есть re написали return внизу нельзя shout, behold the bands и перенесли без, в общем, так тоже нельзя. Вот неправильно возврат каретки в строке. Хорошо. Лексемы и пробелы символов в исходном коде. Лексемами называют неделимые элементы в строке кода. Лексемы. У нас новое с вами понятие. Давайте его запишем. Так, лексемы – это минимальные смысловые единицы кода, которые распознаются компилятором. Лексемы делятся на 5 видов. Ключевые слова, идентификаторы, константы, операторы и разделители. Ключевые слова – это зарезервированные слова, которые имеют специальное значение для языка, например, int, if, класс и так далее. Идентификаторы – это имена, которые даются переменным функциям и классам и другим объектам программы. Константы – это литералы, которые представляют фиксированные значения, например, 42, hello или true. Операторы – это символы или слова, которые выполняют определенные действия над операндами. Что, где, Илюш читать разучился. Операндами, например, плюс, минус, умножить или new и так далее. Разделители – это символы, которые служат для разграничения лексем в коде, например, точка, запятой, запятая и точка. То есть лексемы – это минимальные смысловые единицы кода. Минимальные единицы кода. Хорошо, минимальные единицы кода. Как правило, для разделения лексем друг от друга используют пробел, табуляция или возврат каретки, которые все вместе называют пробельными символами. Ну, давайте еще занесем, что у нас такое пробельные символы. Так, соответственно, пробельные символы – это символы, которые используют для форматирования кода, но не влияют на его логику. Компилятор обычно игнорирует пробельные символы, за исключением случаев, когда они находятся внутри текстовых литералов или комментариев. Пробельные символы включают пробел, табуляцию перевода строки и другие. Ну, кстати, собственно, почти как по книге, да? Хорошо. Некоторые одиночные символы, такие как круглые скобки и запятые, являются лексемами, которые не нужно отделять обобщенным пробелом. Далее показаны примеры того, где используются пробельные символы и где их можно опустить. Return 0 неправильно должно быть return пробел 0. Return пробел скобочки 0 правильно, пробельный символ опущен. Return пробел 0 правильно используется пробельный символ. Int main неправильно пробельный символ опущен после t. Int в смысле пробел main правильно пробельный символ опущен в скобках. Ну, вот здесь нету его, да, получается, здесь есть, тут нету. И здесь тоже, как бы правильно, пробельный символ используется в скобках. Вот, то есть здесь пробел, тут пробел, и в скобках тоже пробел, везде пробел. Так, прекрасная картинка, лексемы и пробельные символы. Давайте попробуем разобраться, что у нас здесь. Лексемы – это int и main, и круглые скобочки – это все у нас лексемы.
Ну, понятно. Давайте еще раз вернемся к нашему... Что такое лексемы? Лексемы – минимальные символьные единицы кода. Минимальные символьные единицы кода, которые распознаются компилятором. Вот компилятор смотрит у нас с вами на int main и говорит, что int это лексема, main это лексема, круглая и скобочки в одну и в другую сторону это лексемы. То есть все, что написано для компилятора, это лексемы. Хорошо, лексемы. Далее пробельный символ. Пробельный символ после круглой скобочки, да, пробельный символ здесь внутри мейна, вот здесь у нас получается с вами пробельный символ, и фигурная скобка это тоже для компилятора все лексем. Хорошо, пробелы и возвраты каретки могут использоваться взаимосвязанно. Смотрим, int у нас лексема, main это когда типа перенесли ее, что ли, типа, когда вот так сделали. Вот так вот получается сделать, да, лексема, то есть int лексема, main лексема, скобка лексема, скобка лексема, скобка лексема. Далее перенос каретки от седова до седова, это пробельный символ. Получается, да, новая строка, пробельный символ, новая строка и сам пробел. То есть вот здесь мы можем поставить пробел. Вот у меня здесь точечки, да, стоят, где есть пробелы. Это пробельный символ. Пробельный символ. Серьезно. Серьезное заявление. Так, хорошо. Ну, как будто бы поняли, да? Поняли, что все вот это лексема, 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 лексема. Все в лексемах. Смотрим, видим как компилятор. Я компилятор, я вижу лексемы. Ладно, окей, вроде бы разобрались с этим. Стиль написания исходного кода C++. Хотя C++ предоставляет большую свободу в форматировании кода, программы будут легче читаться, если вы будете исследовать осмысленному стилю при их написании. Допустимый, но написанный беспорядочным образом код не принесет никакого удовольствия от работы. Большинство программистов поддерживаются стиля, продемонстрировано в листинге 2.1. Ну, в смысле, сейчас мы вот это дело вернем на место. Вот этого вообще здесь не было. Ну, плюс-минус осталось, и вот этого тоже там не было. Вот так. Как будто бы. Так, большинство программистов придерживаются стиля, продемонстрированного в листинге 2.1, для которого характерны перечисленные ниже правила. Один оператор в одной строке. То есть, имеется в виду, в одном стейтменте вот что-то есть, да, потом точка запятой и все по кайфу. Не вот так вот. Ну, я даже не хочу так делать, даже показывать не хочу. Открывающиеся и закрывающиеся фигурные скобки для функций, каждая из которых находится в своей строке. Но об этом это еще у меня... В общем, сейчас... Как это вот это? Давайте уберем. Сейчас как-то вот так вот больше делаю. Но это уже вкус и цвет, видимо. Ну вот я, например, решаю сейчас задачки, которые у меня проверяет нейросеть, и она говорит, что вот так вот писать это нехорошо. Пиши здесь фигурную скобку, потому что так принято, она говорит. Но это уж дело такое. Вот, хорошо. Далее, операторы и функции, записанные с отступом от фигурных скобок. Операторы и функции записаны с отступом. Ну, то есть вот он, есть отступ, да, есть фигурная скобка, есть отступ, и вот он здесь записан, чтобы все красивенько читалось. Вокруг круглых скобок, связанных с именем функции, пробельные символы отсутствуют. Вокруг круглых скобок, связанных с именем функции, пробельные символы отсутствуют. Ну, то есть, вот это, да, то есть пробелы внутри скобок не ставятся, да, правильно я понимаю? Как будто бы так. Вокруг круглых скобок. Вокруг, то есть и здесь, и тут, да, нет пробельного символа. Ну, как будто бы так. Первые три правила предназначены для получения чистого и легкого читаемого кода. Четвертое правило помогает отличать функции от встроенных структур C++, такие как циклы, для которых также используются круглые скобки. Далее в книге будет также описаны и другие правила. Ну, как будто бы запомнили. Так, хорошо, операторы в языке C++. Программа, написанная на языке C++, представляет собой коллекцию функций, каждая из которых, в свою очередь, является коллекцией операторов. В C++ имеется несколько разновидностей операторов, и сейчас мы рассмотрим некоторые из них. В листинге 2.2 можно увидеть операторы двух новых видов. Первый из них оператор объявления создает переменную. Второй оператор присваивания присваивает
этой переменной определенное значение. Кроме того, в этой программе продемонстрирована новая возможность объекта SEO. Так, давайте для начала запишем два новых понятия. Это оператор присваивания и оператор объявления, а потом напишем наш листинг 2.2. Или что? Так, стоп. 15 минут. Ну, вообще, можно как будто бы тормознуть, а потом сделать нормальный листинг отдельно от всего, да, и уже поговорить про операторы объявления переменной и всему вот этому вот сделать. Да, я думаю, так логически будет просто проще и вам, и мне. Ну, мне-то уж ладно, а вам стопудово будет попроще. Вот, ладно, в любом случае, здесь тогда остановимся. В следующий раз поговорим про операторы на языке C++, напишем новый листинг 2.2, а здесь у нас будет такая смысловая точка. Но как бы многоточие для C++. Ладно, у меня сегодня хорошее настроение, 1000 извинений. В любом случае, не забываем ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней мой контент с подпиской посмотрели почти 66% зрителей. Большая вам благодарность. Но не забываем, что наш челлендж с вами 70%. Нажали на колокольчик, увидели новый ролик, посмотрели с начала до конца, написали на комментарий, лайк поставили. И в ожидании новых роликов прибываем, да, потому что мы здесь с вами учимся. Меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». В этом плейлисте мы занимаемся с вами по книге Стивена Пратта «Язык программирования C++». Если вам интересны другие плейлисты, не забывайте заглядывать в описание. Там много всяких ссылочек уже на всякие разные книги. Много мы чего делаем, оказывается. А плюсов так и не знаем. Ладно, в любом случае, увидимся с вами в следующих роликах, в которых мы продолжим с вами изучать C++. Всем до встречи.